Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю нереально вкусный торт, который называется королевский. Торт, который не содержит муки и глютена. Торт я буду готовить с грецким орехом на кукурузном крахмале. Торт готовится из самых простых продуктов. Получается просто необыкновенно вкусным. На вкус чем-то напоминает торт киевский и меренговый рулет, но с большим количеством орехов. И даже не буду использовать в приготовлении данного торта никаких кондитерских форм. Я здесь разделяю 14 яиц на желтки и белки. Желтки я сейчас убираю пока в холодильник, накрываю их пищевой пленкой в контакт. Они мне пока не понадобятся. Сейчас я готовлю коржи на белках. Здесь 420 грамм белка от 14 яиц среднего размера. Щепотка соли, 2 пакетика ванильного сахара. И взбиваю эту массу до состояния такой пивной пены. На этом этапе я начинаю вводить всю сахарную пудру. 400 грамм сахарной пудры я ввожу туда. И взбиваю где-то примерно 15 минут. Меньше взбивать я не советую, потому что потом коржи просто не получится. Вот такая глянцевая, устойчивая меренга в итоге у меня получается. Пики очень хорошо держат форму, но они слегка подрагивают. И при переворачивании миски вся эта масса остается неподвижной. И видите, даже пик, он абсолютно никуда не девается. Здесь 400 грамм обжаренных грецких орехов. Туда же я добавляю 60 грамм кукурузного крахмала. Все это перемешиваю, чтобы потом ввести уже в белковую смесь. Орехи я обжаривала при температуре 150 градусов в духовке, режим вверх-вниз, примерно 15 минут до появления такого приятного орехового аромата. Всю белковую массу я перекладываю в миску более широкую, чтобы просто удобнее было перемешивать орехи с меренгой, чтобы не осадить меренговую массу. Где-то в 5 приемов я добавляю все орехи в белки и перемешиваю очень аккуратно, складывающими движениями. Тесто готово. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. Здесь я просто беру кондитерскую форму для удобства, чтобы мне на тефлоновом коврике обозначить вот эти круги. Вы же можете снизу подстелить бумагу и нарисовать карандашом на этой бумаге разметку для кругов нужного диаметра. Я этого не делаю, так мне гораздо быстрее и проще. И здесь я делаю по многочисленным просьбам. Очень многие спрашивают, что же делать, когда нет у меня двух форм сразу, в чем мне выпекать. Можно выпекать вот так, как я сейчас показываю, вообще без форм. На тефлоновом коврике, либо на силиконовом коврике, либо на пекарской бумаге силиконизированной. Убираю 175 градусов вверх-вниз, выпекала без конвекции примерно 35-40 минут. Коржи мягкие получаются после выпекания, то есть они не должны быть твердыми, внутри они мягкие. Если сверху мы нажимаем на корж, он мягкий. Так и должно быть. Еще в горячем виде сразу удаляем снизу бумагу для выпечки, либо же тефлоновый коврик, как в моем случае. Даем остыть коржам. Я слегка обрезала их именно по форме круга и оставляю их полностью остыть на решетках. И то же самое я проделала с 3-м и 4-м коржом. И сейчас я приготовлю крем. Здесь 14 желтков. Добавляю туда пакетик ванильного сахара, 120 грамм сахара. Все это перемешиваю просто до однородности, чтобы разбились пленочки у желтков. Здесь 200 мл молока. Я добавляю туда всю желтковую массу, перемешиваю все до той степени, чтобы разошелся весь сахар. И ставлю сейчас на очень умеренный огонь увариваться до появления первых пузырей.
то есть до состояния кипения. При непрерывном помешивании в кастрюле с толстым дном я довожу до загустения и первых признаков кипения. То есть температура данной смеси достигнет в этом состоянии примерно 85 градусов Цельсия. Видите, пошли пузыри, и я уже снимаю всю эту массу с огня. Я добавляю туда 150 грамм шоколада 40% какао. И вы можете также добавить до 60% взять шоколад с содержанием какао. И переливаю сразу в ту емкость, где заварная основа будет остывать до комнатной температуры. А масло у меня нагревается до комнатной температуры. 250 грамм масла нагрелось до комнатной температуры. Вот такое мягкое оно должно быть масло. А заварная основа остыла до комнатной температуры. Здесь масло я взбивала минуты 3 примерно. Заварная основа не совсем холодная здесь должна быть. Примерно 27 градусов Цельсия. По 3 где-то столовых ложки я добавляю в масло. И вот так слегка прорабатываю миксером. Просто соединяю. Ничего долго здесь я не взбиваю. И таким образом я ввожу в масло всю заварную основу. И вот такой прекрасный пышный крем в итоге у меня получается. И я начинаю сборку торта. Примерно по 3 столовых ложки я выкладываю на каждый корж. Еще раз повторяю, что коржи в данном торте 21 сантиметр в диаметре. Я хотела здесь именно показать вам, как собрать полноценный торт с 4 коржами, чтобы он выглядел как настоящий торт и чтобы он мог быть украшен любым кремом впоследствии. То есть его также можно украшать и мастикой, и кремом чиз, и белково-масляным кремом, и просто белково-заварным кремом. Все то же самое я проделываю с последующими коржами. Как я уже сказала, что торт будет у меня состоять из 4 коржей. Я накрываю 4-м коржом. Корж я располагаю дном вверх, чтобы был тортик ровный. И все это покрываю небольшим остатком крема. Здесь 100 грамм обжаренного грецкого ореха у меня. И я просто посыпаю этим орехом бока. Мастихином я делаю такой рисунок в виде спирали сверху. Это по желанию, как вам нравится, так и украшайте. Торт я сейчас убираю на ночь в холодильник, чтобы он пропитался и стабилизировался. Прошла ночь, я достала торт из холодильника и дала ему постоять при комнатной температуре примерно полчаса. И после этого он прекрасно нарезается. Торт получается необыкновенно вкусным, он прекрасно держит форму, тает буквально во рту. И для всех любителей киевского торта это просто подарок. Я считаю, кто боится готовить киевский торт. И вот так он надламывается вилкой, видно, какой он мягкий, этот тортик. И если вы хотите, чтобы коржи были более ровными, нужно просто измельчать орех помельче. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.